Здравствуйте, мои дорогие любители вязания! Предлагаю вам связать сегодня вот такой красивый узор из книги японского автора Хитоми Шида «260 узоров спицами». Этот узор в книге под номером 59. В интернете есть фото кофточек, связанных этим узором. Узор нетрудный, конечно, требует внимания. Раппорт узора составляет 16 петель в ширину и 30 рядов в высоту. Давайте свяжем этот узор, научимся его вязать. Нам понадобится дополнительная спица. Начинаем. Вяжем первый ряд. О том, что мы снимаем кромочную первую, последнюю провязываем изнаночной, я не говорю. Провязываем 2 петли вместе лицевой за задние стенки с наклоном в левую сторону. 5 лицевых. Делаем накид, 1 изнаночная. Снова делаем накид, 5 лицевых. 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо. 1 изнаночная петля в конце ряда. В этом узоре изнаночные ряды вяжутся по схеме. Вяжем 2 изнаночный ряд. Провязываем лицевую петлю. 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном влево. Просто провязываем 2 петли вместе изнаночной. Дальше будет 4 изнаночных. Накид, 3 лицевых. Делаем накид, 4 изнаночных. И 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном вправо. Вот есть 2 способа провязать 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Первый способ: переносим, не провязывая 2 петли, на правую спицу. Вторую петлю за первой переносим вот так перед первой, возвращаем на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной. Вяжем 3-й лицевой ряд. 2 вместе лицевой за задние стенки, 3 лицевых. Делаем накид, лицевая петля, 3 изнаночных. Лицевая петля, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Так как я вяжу бабушкиными петлями, то 2 вместе лицевой я провязываю, предварительно развернув петли. Так их удобнее подхватывать, и они ровнее и красивее ложатся. В конце ряда изнаночная петля. Вяжем 4-й изнаночный ряд, провязываем 1 лицевую, 2 вместе изнаночной провязываем с наклоном в левую сторону. На лицевой стороне они у нас ложатся с наклоном в правую сторону. Далее будет 2 изнаночных, накид, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, накид, 2 изнаночных. И 2 вместе нужно провязать изнаночной с наклоном вправо. Я вам показала один способ, сейчас покажу второй. Еще его называют провязать 2 вместе изнаночной за задние стенки. Вот так вот подхватить обе петли, снять их с левой спицы, развернуть и снова поместить на левую спицу. То есть задними стенками перевернуть к себе и провязать 2 вместе изнаночной. Мы провязали их здесь с наклоном в правую сторону, а на лицевой стороне они у нас легли с наклоном в левую сторону. Вяжем 5-й лицевой ряд. 2 петли вместе провязываем за задние стенки с наклоном влево. Далее у нас будет лицевая петля, накид, изнаночная петля,
2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, накид, лицевая петля, 2 вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо, изнаночная петля в конце ряда. 6-й изнаночный ряд, лицевая петля, 2 вместе провязываем изнаночный с наклоном в левую сторону, делаем накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, вяжем 2 лицевых, делаем накид и 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном в правую сторону. Я меняю петли местами, провязываю их 2 вместе изнаночной. 7-й лицевой ряд. Делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки. Вот здесь накид этот, лучше его развернуть тоже, удобнее подхватить. Далее у нас будет 2 изнаночных, накид, 1 лицевая. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная, нужно их вместе провязать лицевой за задние стенки. Вот посмотрите, лицевая у нас хорошо лежит, а изнаночную прямо она просит развернуть ее. И я ее разворачиваю сразу, не снимая, вот так. 2 вместе за задние стенки провязали. 1 изнаночная и 2 вместе за передние стенки. Здесь я уже разворачиваю. Далее у нас будет лицевая петля, накид, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, изнаночная. Вяжем 8-й изнаночный ряд, провязываем лицевую петлю, 2 изнаночных, 2 лицевых. Из накида вывязываем изнаночную скрещенную. Вот так вот подхватываем сзади. Вот так ее сзади подхватить петлю, накид, вот так. И провязать изнаночной скрещенной. Далее у нас будет 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. И снова из накида нужно провязать изнаночную скрещенную. Вот за заднюю стеночку. Сзади вот так подхватить и провязать изнаночную скрещенную. Далее будет 2 лицевых, 2 изнаночных. 9-й лицевой ряд. Провязываем лицевую скрещенную. Не так вот, как мы лицевую бы сейчас провязали, а разворачиваем ее. Вот так. Лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 изнаночных. Далее берем дополнительную спицу. Можно провязать это на правой спице, сразу на спице провязать и потом перенести на дополнительную. Я сразу на дополнительной провязываю. Провязываем 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Обворачиваем рабочей нитью 3 раза наши петли и возвращаем их на правую спицу. Мы уже их провязали, ниточки выравниваем, вот так оборачиваем, не туго, и не слабо. Далее будет 2 изнаночных, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, лицевая скрещенная, изнаночная петля. 10-й изнаночный ряд, лицевая петля, изнаночная скрещенная за заднюю стеночку. Далее у нас будет
лицевая петля, изнаночная петля, 2 лицевых, 2 изнаночных, это мы обтянутые петельки сейчас провязываем, 1 лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая и в конце изнаночная скрещенная. Вяжем 11 лицевой ряд, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки, 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки, лицевая петля, накид, изнаночная петля, накид, лицевая петля и снова 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки. Делаем накид, изнаночная, лицевая скрещенная и изнаночная петля в конце ряда. 12 изнаночный ряд, провязываем лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, 4 изнаночных, изнаночная скрещенная, вот накид мы провязываем за заднюю стеночку, так, изнаночная скрещенная, лицевая и еще раз накид провязываем изнаночной скрещенной. Далее будет 4 изнаночных, 1 лицевая и изнаночная скрещенная в конце ряда. Вот мы провязали 12 рядов, и вот так должно получиться пока что. Вяжем 13 лицевой ряд, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, лицевую скрещенную, я тут распускала, я уже не переворачиваю ее. Далее будет накид, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки, лицевая петля, 3 изнаночных, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки, делаем накид, провязываем лицевую скрещенную. Далее будет изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Вяжем 14 изнаночный ряд, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая петля, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. 15 лицевой ряд, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, лицевую скрещенную, изнаночную петлю. Делаем накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 3 изнаночных. Далее 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, в конце ряда изнаночная петля. 16 изнаночный ряд, лицевая петля, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. То есть мы 16 провязали так же, как 14 ряд. Вот так у нас на данный момент получается. 17 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, изнаночная петля, 2
2 вместе лицевой за передние стенки. Делаем накид, провязываем лицевую скрещенную, разворачиваем петлю, изнаночную, лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную, изнаночную. 18 изнаночный ряд провязываем лицевую петлю, изнаночную скрещенную. Один раз так провязали, лицевая, изнаночная скрещенная. Второй раз лицевая, изнаночная скрещенная. Третий раз лицевая петля. Далее будет изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова вяжем лицевая, изнаночная скрещенная. Лицевая, изнаночная скрещенная. Лицевая, изнаночная скрещенная. 19 лицевой ряд. Делаем накид в начале ряда, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную, снова лицевую скрещенную, изнаночную и еще раз лицевую скрещенную. Дальше 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо, изнаночная петля. И 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее у нас будет лицевая скрещенная, изнаночная. Лицевая скрещенная, изнаночная. Лицевая скрещенная. Затем делаем накид и изнаночная петля. 20 изнаночный ряд провязываем лицевая, изнаночная. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее будет изнаночная, лицевая, изнаночная и снова изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. И изнаночная петля в конце ряда. 21 лицевой ряд. Провязываем лицевую петлю, делаем накид, лицевую скрещенную, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Далее 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо. 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево. Изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Делаем накид, провязываем лицевую и изнаночную. 22 изнаночный ряд, лицевая, 2 изнаночных, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 2 изнаночных в конце ряда. 23 лицевой ряд, 2 лицевые, накид, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 вместе, лицевой за передние стенки. Далее будет изнаночная петля, 2 вместе, лицевой за задние стенки. Далее лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Делаем накид, 2 лицевых петли, 1 изнаночная. 24 изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Дальше будет изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, в конце ряда 3 изнаночных.
Вот как получается, провязали 24 ряда. 25 лицевой ряд, провязываем 3 лицевых, делаем накид, лицевая скрещенная. Дальше будет изнаночная петля, 2 вместе лицевой, провязываем за передние стенки с наклоном в правую сторону. Снова изнаночная петля, 2 вместе лицевой, провязываем за задние стенки с наклоном в левую сторону. Изнаночная петля, лицевая скрещенная, делаем накид, 3 лицевых, 1 изнаночная. 26 изнаночный ряд, 1 лицевая, 4 изнаночных, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная скрещенная и 4 изнаночных в конце ряда. 27 лицевой ряд, 4 лицевых, делаем накид, лицевая скрещенная. Далее будет 2 вместе лицевой, провязываем за передние стенки. 1 изнаночная, 2 вместе, провязываем лицевой за задние стенки. Провязываем лицевую скрещенную, делаем накид, 4 лицевых. В конце 1 изнаночная. 28 изнаночный ряд, 1 лицевая, 5 изнаночных, изнаночная скрещенная, изнаночная петля, лицевая, изнаночная, изнаночная скрещенная и до конца ряда 5 изнаночных. Двадцать 29 лицевой ряд, провязываем 5 лицевых, делаем накид, 2 вместе, провязываем лицевой за передние стенки с наклоном в правую сторону. 1 изнаночная, 2 вместе, провязываем лицевой за задние стенки с наклоном в левую сторону, делаем накид, 5 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда. Вяжем 30 ряд, это последний ряд раппорта, 1 лицевая, 7 изнаночных. Одна лицевая, 7 изнаночных. Мы связали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту, повторяя который мы получим вот такой изумительный, вот такой красивенный рисунок, вот такой узор. Это получается, вот эту часть мы связали, вот она, вот это вот бабочка и вот эти вот скрещенные, лицевые скрещенные, вот так вот. Вот эту часть мы с вами связали. Ну все, ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.